Офицер Майк Уилсон, патрулирующий со своим напарником Робертом, получает тревожный звонок в службу спасения 911 от ребенка, который слабым голосом умоляет о помощи. Звонок приводит их в заброшенный полуразрушенный дом в районе с низким доходом, что приводит к расследованию с высокими ставками. Дом на Сикамор-стрит, 1542, стоял как призрак из другого времени. Его некогда яркий фасад превратился в кладбище облупившейся краски и просевшего дерева. Майк и Роберт осторожно приблизились, оглядывая двор, заросший сорняками, ржавую бытовую технику и выброшенные игрушки, детский трехколесный велосипед, опрокинутый на бок, мягкую игрушку с протертыми швами. От этих молчаливых свидетелей недавней активности у них по спине пробежал холодок. Майк вызвал подкрепление, и в его голосе безошибочно угадывалась тревога, прежде чем они с Робертом ворвались внутрь. Дверь протестующе заскрипела, выпустив волну зловония, настолько сильную, что это поразило их чувства. Внутри было хуже, чем они могли себе представить. На полу валялся мусор, шприцы и обгоревшие ложки были разбросаны по столам, а в воздухе витал запах заброшенности и отчаяния. Каждый шаг поднимал стаю мух с груды разлагающейся еды и мусора. Когда их фонарики прорезали гнетущий мрак, слабый звук заставил их застыть на месте, слабый дрожащий голос, доносившийся сверху. «Я здесь. Пожалуйста, помогите». Сердце Майка бешено заколотилось, когда он переглянулся с Робертом. Это был его сын. Голос был слабым, но в нем безошибочно угадывалось отчаяние, от которого каждая секунда становилась все тяжелее. С пистолетами на изготовку, чувствуя прилив адреналина, они поднялись по скрипучей лестнице, готовые встретить все, что бы ни ожидало их у источника этой навязчивой просьбы. Слабый голос привел Майка и Роберта в дальний конец коридора, где запертая дверь была последним препятствием на пути их поисков. Сильным ударом ноги Майк разбил хрупкое дерево, и луч его фонарика осветил темную комнату. То, что он увидел, будет преследовать его вечно. В углу, скрючившись прикованный цепью к старому радиатору, лежал маленький мальчик, худощавый и хрупкий. На нем были только рваные синие шорты, его тело было покрыто синяками, язвами и осунувшимися чертами лица, что говорило о длительном голодании. На запястьях и лодыжках виднелись ярко-красные следы наручников, а голова слабо склонялась на бок, пытаясь удержаться в вертикальном положении. В комнате было пусто, если не считать брошенной пластиковой бутылки на полу. Ее скудное содержимое было единственным признаком того, что в ней можно было хоть как-то питаться. Когда фонарик Майка осветил лицо мальчика, воздух, казалось, покинул комнату. Форма его подбородка, пронзительные голубые глаза, изгиб носа — все это было до боли знакомо. «Мэтт!» Майк задыхался. Его голос был едва громче шепота. Казалось, его сердце вот-вот разорвется под тяжестью осознания. Это был его сын. Губы мальчика приоткрылись, и голосом таким слабым, что его можно было принять за свист ветра, он прошептал: «Папа». Майк упал на колени, слезы застилали ему глаза, когда он пытался расстегнуть тяжелую цепь, приковывающую Мэтта к батарее. «Это я, приятель», — сказал Майк дрожащим голосом. «Теперь я здесь. Ты в безопасности. Вода». Потрескавшиеся губы Мэтта с трудом произнесли это слово. Майк нашел пластиковую бутылку и осторожно поднес ее к рту сына, пока тот делал маленькие пробные глотки. Роберт немедленно вызвал скорую медицинскую помощь, в то время как Майк баюкал Мэтта на руках, и его сердце разрывалось от каждого слабого вздоха сына. Тяжесть вины давила на него, когда он смотрел на хрупкое тело мальчика. Как все дошло до этого? Как получилось, что мальчик, которого он когда-то укладывал спать каждую ночь, оказался в таком ужасающем состоянии? Несмотря на свое горе, Майк почувствовал прилив яростной решимости. Он нашел своего сына и теперь не остановится ни перед чем,
чтобы спасти его. Завыли сирены скорой помощи. Когда Мэтта доставили в больницу, его хрупкое тело подключили к капельницам и мониторам, а парамедики быстро пытались стабилизировать его состояние. Майк сидел рядом с ним, сжимая маленькую, покрытую синяками руку сына. Чувство вины терзало его с каждым толчком на дороге. Он годами винил в своем разводе, тяжелой работе и разрушенной системе в том, что они отдалились друг от друга. Но теперь, когда он столкнулся с ужасающей реальностью состояния своего сына, у него не было оправданий. Только тяжелое бремя его неспособности защитить Мэтта. В больнице команда врачей и медсестер отвезла Мэтта в отделение интенсивной терапии для детей. Майк мог только беспомощно стоять в коридоре, его значок и полномочия ничего не значили перед лицом страданий сына. Роберт оставался рядом, поддерживая его, пока часы тянулись невыносимо долго. Когда доктор наконец появился, выражение его лица было мрачным. «Состояние Мэтта стабильное, но в критическом состоянии», – начал он. «Он сильно истощен и обезвожен, с признаками многочисленных незалеченных травм. Мы определили повреждения суставов в его плечах и локтях, вероятно, из-за перенапряжения. Он пытался освободиться от ремней безопасности, возможно, чтобы дотянуться до чего-то». У Майка помутился рассудок. Ограничение, перенапряжение. Затем он вспомнил о старом разбитом мобильном телефоне, который они нашли спрятанным под батареей. Роберт, держа телефон в пакете для улик, подошел к нему со слезами на глазах. Он, должно быть, напрягся изо всех сил, чтобы дотянуться до него. Тихо сказала она. Этот звонок, возможно, был единственным, что помогло ему выжить. Телефон, спасательный круг и ключ к разгадке оказались в центре внимания расследования. Кто оставил его там? Как долго Мэтт был один, прежде чем набрался смелости воспользоваться им? Когда тяжесть ситуации улеглась, Майк сжал кулаки. Однажды он подвел Мэтта, но больше не подведет. Это было больше, чем спасение. Это было началом борьбы за справедливость и искупление. Аресты последовали незамедлительно. Сара, когда-то женщина, которую любил Майк, теперь сидела в камере предварительного заключения, став тенью самой себя. На ее впалых щеках и ввалившихся глазах безошибочно угадывались следы наркомании. Стоявший рядом с ней парень, жилистый самодовольный мужчина с сальными волосами и клочковатой бородой, излучал вызывающий вид. Его сутулая поза и насмешливое выражение лица вызывали насмешки у всех окружающих. Когда Майк вошел в участок, его значок показался ему тяжелее, чем обычно. Символ долга, вступающий в противоречие с его личной болью. Детектив Дженсен повела его к камерам. Ее голос был тихим от беспокойства. «Ты уверен, что хочешь этого?» «Ты слишком близок к этому, Майкл», — сказала Сара, ее голос звучал тревожно. «Мне нужно», — ответил Майкл, стиснув зубы. Ему нужны были ответы, хотя часть его боялась того, что он может услышать. Стоя перед решеткой, он встретился взглядом с бойфрендом Сары, который ухмылялся так, словно тяжесть его преступлений была не более чем банальной досадой. «Так вы отец этого парня, да?» – протянул мужчина. «Полагаю, у вас это не слишком хорошо получалось, не так ли? Оставив его на наше попечение...» Майкл сжал руки в кулаки, и только металлические прутья между ними удерживали его от рывка вперед. «Почему?» – спросил он, и в его голосе прозвучало сдерживаемое рычание. «Как ты мог так поступить с ребенком? С моим сыном?» Парень пожал плечами с раздражающим безразличием. Малыш всегда ныл, всегда путался под ногами. Цепи не давали ему замолчать. Кроме того, у нас были другие приоритеты. «Ты мог бы позвонить мне», — рявкнул Майкл, повысив голос. «Если бы он был тебе не нужен, я бы сам его забрал». Парень наклонился ближе к решетке, его тон был насмешливым. «И ты рискуешь, что копы начнут что-то вынюхивать?» «Нет, проще разобраться с ним по-нашему». Это признание поразило Майкла, как удар под дых, но больше всего его задело молчание Сары. Она сидела неподвижно, уставившись в пол, как будто пыталась стать невидимой.
Майкл повернулся к ней, пытаясь найти хоть что-то от женщины, которую он когда-то знал. «Сара», — сказал он прерывающимся голосом, — «как ты могла допустить, чтобы это случилось? Он и твой сын тоже». Она не ответила. Ее пустой взгляд не дрогнул. Дженсен положил твердую руку на плечо Майкла, отстраняя его. «Хватит», — тихо сказала она. «Они предстанут перед правосудием, Майкл. Сосредоточься на Нейте». Когда они выходили из камеры, издевательский смех бойфренда эхом разнесся по коридору. Грудь Майкла горела от смеси гнева и вины, но слова Дженсена не выходили у него из головы. Нейт нуждался в нем больше, чем когда-либо. Повернувшись спиной к мраку прошлого, Майкл решил сосредоточиться на светлом будущем, на выздоровлении своего сына, на его исцелении и на возможности наладить их совместную жизнь. В больничной палате было тихо, если не считать ритмичного писка мониторов и тихого гула активности за дверью. Майкл сидел у кровати Нейта, наблюдая, как поднимается и опускается во сне хрупкая грудная клетка его сына. Его маленькая ручка покоилась в руке Майкла, что было ощутимым напоминанием о той связи, которую они едва не утратили. В тот момент Майкл дал молчаливую клятву, порожденную чувством вины, любовью и непоколебимой решимостью все исправить. Он будет бороться за опекунство, несмотря ни на какие трудности. Нейт заслуживал дома, наполненного теплом и стабильностью, а не хаоса и пренебрежения, которые он пережил. Майкл представлял себе новую жизнь для них двоих. Маленький домик с двориком, где Нейт мог бы играть, смех за обеденным столом и обычный распорядок дня перед сном, который заканчивался бы объятиями и историями, а не страхом и изоляцией. Он был бы тем отцом, в котором нуждался Нейт, защитником, которым он должен был быть всегда. Робин, всегда его верный партнер, заверила его в своей неизменной поддержке. «Мы справимся с этим», — сказала она. Однажды вечером, когда они сидели в больничном кафетерии, слушание по делу об опеке, терапия, все, что потребуется. Ты не справишься с этим в одиночку. Майкл кивнул, испытывая глубокую благодарность. Он знал, что предстоящий путь будет нелегким. Предстояли судебные баталии, чтобы обеспечить будущее Нейта, сеансы психотерапии, чтобы помочь ему вылечиться, и бесчисленные ночи, проведенные в попытках убедить сына, что ночные кошмары больше не причинят ему боли. Но впервые за многие годы Майкл обрел цель в жизни. В последующие дни он начал собирать по кусочкам их новую реальность. Он поговорил со своим капитаном об отпуске, чтобы сосредоточиться на Нейте, начал искать дом подальше от тени сикамора и обратился к детским психотерапевтам, специализирующимся на травмах. На каждом шагу он заботился о благополучии Нейта, стремясь дать ему шанс снова стать ребенком. Однажды вечером, сидя у постели Нейта, Майкл прошептал: «У нас все будет хорошо, приятель. Теперь есть только ты и я, и мы собираемся построить что-то прекрасное вместе». Нейт, к которому постепенно возвращались силы, слегка улыбнулся, и впервые, как ему показалось, за целую вечность, Майкл увидел надежду в глазах своего сына. Их путешествие будет долгим и трудным, но Майкл был готов к этому, шаг за шагом. С любовью, терпением и стойкостью они с Нейтом построят новое будущее, наполненное исцелением, доверием и связью, которую не разорвет ничто, что бы ни преподнесла им жизнь. Когда первые лучи солнечного света проникли в больничное окно, Майкл тихо сидел у кровати Нейта, наблюдая, как его сын мирно спит, впервые, должно быть, за долгие годы. Груз прошлого тяжело висел в воздухе. Пренебрежение, боль, близкая потеря столь ценной жизни, но теперь все это уравновешивалось растущим чувством надежды. Майкл знал, что их путешествие только начинается. Оно будет наполнено залами суда,
сеансами психотерапии и бесчисленными моментами восстановления доверия, но все же, впервые за многие годы, он почувствовал, что готов. Нейт пошевелился, и его маленькая ладошка нашла руку Майкла. «У нас все будет хорошо, папа, правда?» – прошептал он все еще слабым, но полным веры голосом. Майкл улыбнулся и нежно сжал его руку. «Да, приятель, у нас все будет более чем хорошо. Теперь мы есть друг у друга, и ничто этого не изменит». Их история, хотя и была рождена из невообразимой боли, стала свидетельством стойкости человеческого духа. Речь шла об искуплении, силе непоколебимой любви отца и мужестве ребенка, который отказывался сдаваться. Вместе они смотрели в будущее, где возможно исцеление, где любовь может исправить то, что было разрушено, и где их связь со временем будет только крепнуть. Делая свои первые шаги к новому началу, Майкл и Нейт доказали это. Даже в самые мрачные моменты жизни есть свет, который невозможно погасить, свет, который сияет ярче всего в присутствии любви, надежды и второго шанса.